Due diligence рынков капитала – это процесс довольно сложный, но важный для аудиторов, которые работают на платформе Goldfinch. Чтобы оценить инвестиционную привлекательность и надежность экономики государства, региона или отдельной отрасли, нужно проверить их по нескольким десяткам критериев. Такой подход позволяет не тратить время на бесперспективные рынки. Это касается и отдельно взятых компаний. Перед важной крупной сделкой принято тщательно изучать партнера, чтобы не столкнуться с мошенником или неблагонадежной организацией, которая недавно сформировалась и быстро перестанет существовать. Критериев оценки по-настоящему много. Среди них наличие глобальных факторов, которые способствуют или препятствуют развитию компании, наличие валютных рисков и стабильность национальных денег относительно доллара США, к которому привязаны стейблкоины, отношение государства к криптовалюте, на территории которого работает компания, конкурентоспособность компании, репутация организации, опыт компании на рынке, наличие сложных кейсов, с которыми ее команда успешно справилась, внутренняя структура управления организацией, специфика отрасли, является ли она важной для человечества или сформировалась в связи с сезонным явлением или веяниями моды. Очевидно, что разброс действительно велик, но все эти факторы помогают определить, соответствует ли компания критериям, которые на платформе Goldfinch принимают для проверки заемщиков. Большое количество информации нужно найти, проверить и обработать. Чтобы облегчить себе задачу, можно воспользоваться своеобразным гайдом. Он может помочь отделить реальные факты о компании от выдумки конкурентов или журналистов, которые зачастую склонны опережать события, предрекая чужому бизнесу успех или провал. Источники информации для due diligence. Чтобы провести проверку перед одобрением займа, нужно оценить все возможные факторы и риски. Стоит обратить пристальное внимание на сведения о новых законах, связанных с криптовалютой, которые рассматривает правительство, новости из сферы финансов и IT, в которых упоминается потенциальный заемщик, особенности законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность в стране, где действует рассматриваемая компания, финансовые продукты или услуги, поставщиком которых выступает компания, новости, связанные с отраслью, в которой работает потенциальный заемщик, ее основные тенденции, информацию об экономической деятельности компании, размещенную в свободном доступе, наличие у компании сильных, активно развивающихся конкурентов, скандалы, любые неоднозначные ситуации, в описании которых фигурирует название компании, спрос на услуги компании, отношение потребителя к ней, выбирают ли они ее осознанно или вынужденно из-за отсутствия альтернатив, и напоследок статистику, отражающую развитие компании с первых дней существования по нынешний период. Это критерии, при взгляде на которые можно отсеять большую часть неблагонадежных организаций, компаний-однодневок и тех, чьи продукты и услуги в скором времени могут утратить актуальность. Однако не все источники информации предоставляют достоверные сведения, на которые можно опираться, а благонадежными считаются официальный сайт компании и ее дочерних подразделений, легальные сайты, раскрывающие корпоративную информацию, финансовые и налоговые отчеты, сведения для инвесторов, крупные новостные интернет-порталы с хорошей репутацией, экспертные блоги, транслирующие сведения о компаниях с объективной точки зрения, печатные издания, записи теле- и радиоэфиров новостных и экономических каналов, статистические сведения, собранные независимыми экспертами. Это серьезные источники, на основе информации из которых можно сформировать первичное мнение о компании. Если она несет убытки даже согласно собственной официальной статистике и фигурирует в новостях как участник скандала, связанного с финансами, то такую организацию лучше не рассматривать в качестве заемщика. В гораздо меньшей степени доверия заслуживают личные блоги людей, непосредственно связанных с финансами и технологиями, содержащие субъективную оценку, информационно-развлекательные порталы, неофициальные сайты, посвященные компании, но созданные сторонними пользователями, агрегаторы с информацией о различных компаниях, работающих в данной отрасли, сайты с отзывами реальных клиентов, статьи из Википедии и других свободных энциклопедий, телешоу, колонки в небольших газетах и локальные радиоэфиры, подкасты и видео в социальных сетях, посвященные компании.
компании. На этих ресурсах может содержаться полезная достоверная информация, но ее нужно тщательно проверять, обращаясь к источникам из первого списка. Алгоритм, позволяющий отсеять источники с недостоверными устаревшими сведениями, достаточно прост. Нужно изучить информацию о стране, в которой действует компания, определить ключевые тенденции касательно криптовалют и финансов, найти и изучить официальный сайт компании и сведения, которые есть на нем в открытом доступе, определить, какие порталы для рассматриваемой страны являются официальными, когда речь идет об отчетности компаний, и есть ли финансовые отчеты в свободном доступе, сопоставить полученные на официальном сайте данные с отчетностью, взятой из проверенных открытых источников, определить список наиболее авторитетных СМИ и изучить сведения о компании в их публикациях, изучить отзывы на тематических сайтах, принимая во внимание тот факт, что их может оставлять как сама компания, так и ее конкуренты, рассмотреть мнение независимых экспертов касательно компании, выступающей в качестве потенциального заемщика. Все это позволяет заочно сформировать общее впечатление о компании и лучше подготовиться к встрече с ее официальным представителем. А теперь давайте просмотрим, как проходит предварительная проверка. Разберем перечисленные этапы на примере несуществующей компании Vintage Fox, чтобы лучше представить, как работать со вторичными источниками информации. Первое. Компания ведет активную деятельность на территории Индии. Это страна, правительство которой делало заявление о том, что криптовалюту нужно запретить. Этот фактор уже может осложнить сотрудничество с Vintage Fox, но нужно изучить и другие моменты. На официальном сайте компании есть информация о том, что она предоставляет населению небольшие кредиты под средний по стране процент, в том числе и в токенах блокчейна Polkadot, а также еще несколько финансовых продуктов, которые так или иначе можно в перспективе связать с криптовалютой. В Индии крупные экономические журналы и информационное агентство Press Trust of India никогда не писали о компании Vintage Fox в положительном или отрицательном ключе. Все отчеты, которые можно найти в свободном доступе в реестрах, отражают незначительный, но стабильный ежегодный рост прибыли компании. Но оборот капитала небольшой, компания пока функционирует только в отдельно взятом регионе страны. На сайтах с отзывами есть комментарии со словами благодарности и негативные отзывы от клиентов, которые считают проценты по кредиту завышенными, а условия чересчур тяжелыми и неудобными. Первые обычно написаны с пустых аккаунтов, вторые оставлены людьми, которые оценивают и другие услуги, например, стоматологические, ветеринарные, косметологические, транспортные и так далее. Популярные блогеры криптосообщества Индии, обладающие хорошей репутацией, знают о существовании такой компании. В обзорах она несколько раз фигурировала как организация, которая наживается на людях, попавших в тяжелую жизненную ситуацию. Несколько блогеров с маленькой аудиторией высказывали лояльность к компании Vintage Fox, но подписчики уличили их в серьезной рекламе сервиса и оставили негативные комментарии. Представители самой компании на негатив в сети не реагируют. Исходя из всего перечисленного, можно сделать вывод, что отрасль компании перспективна, но ее деятельность на территории Индии сопряжена с целым рядом рисков. Дальнейшая судьба организации напрямую зависит от политики государства в отношении криптовалютных сервисов. Правительство Индии в данный момент настроено в отношении криптовалюты скорее негативно, что может осложнить сотрудничество. Vintage Fox не кажется хорошим объектом для инвестирования экспертам, но готова платить за рекламу и фальшивые отзывы в сети мелким блогерам. Некоторые пользователи сервиса считают, что он не учитывает интересы потребителя финансового продукта, действуя только в интересах извлечения прибыли. Партнер с такой репутацией не лучший выбор для Goldfinch. Любая информация, полученная перечисленными способами, вторична. Она не позволяет оценить компанию настолько же объективно, как комплексная проверка финансовой, управленческой и юридической стороны ее деятельности, проводимая прямо на территории организации. Зато помогает заранее исключить потенциальных партнеров, которые пренебрегают своими обязательствами, не отличаются хорошей репутацией или даже нарушают действующее законодательство. Это также экономит время, которое аудитор мог бы потратить на более глубокое и детальное изучение рисков, связанных с компанией. Только потом, если полученная информация не заставляет сомневаться в возможности сотрудничества, можно переходить к более активным действиям. Чтобы узнать о компании больше и заключить договор с ее представителем, нужно созвониться с ним или назначить офлайн встречу. Ведь информация, полученная из первых уст, всегда самая актуальная и позволяет получить наиболее полное представление об официальном партнере.